Большой привет! Вы на канале Наргизкина кухня. Сегодня мне несказанно повезло. Я раздобыла каштаны. Так как у нас это редкость, когда я нахожу где-то каштаны, то обязательно их заготавливаю. И сегодня хочу тоже это сделать и поделиться рецептом с вами. Но сначала хочу вам сказать, что многие не знают, просто я встречала людей, которые не разбираются, вообще не знают, что это такое. И поэтому хочу сказать, что есть каштаны съедобные, а есть каштаны несъедобные. В чем же их отличие? В первую очередь хочу вас предупредить, чтобы вы не приготовили несъедобные каштаны. Вот так выглядят каштаны съедобные. О, сегодня даже посмотрите у меня какие крупные, я даже такие не видела. Вот такие каштаны съедобные. Посмотрите, они стремятся к форме треугольника обычно. Видите, удлиненная у них такое сюда вверх форма удлиненная. И у них имеется вот такой носик. На всех каштанах, которые съедобные, вот такой носик. И цвет, обратите внимание, они матовые, они не блестят. И обычно они вот с одной стороны плоские, а другая сторона выпуклая. Вот это каштаны съедобные. А какие каштаны несъедобные? Несъедобные у меня есть, правда, они уже давно у меня лежат, несколько лет сухие, для поделок я как-то брала. И вот смотрите, они совершенно не треугольные. Они, когда были не высохшими, они были не треугольные. И когда они свежие, они прям такие глянцевые, блестят. Сейчас они уже не блестят, потому что им уже много лет, а вообще они блестят. То есть сразу видно блестящие и не треугольные, значит несъедобные. Это как конский каштан, по-моему, называется. Для поделок его продают даже на маркетплейсах. Такой каштан для готовки нам не нужен. А вот этот каштан очень вкусный. Мы любим эти каштаны запеченные, а еще я кладу в плов, когда они есть, обязательно кладу в сладкий наш бакинский плов. С мясом очень вкусно и с луком. И еще очень вкусные голубцы с каштанами. Мы любим голубцы, в которые кладем каштаны, в которые кладем айву. Это очень вкусно. Может быть, как-нибудь и приготовим, если вы будете более активными. Для начала нужно их хорошенечко промыть под проточной водой, тщательно помыть каштаны. Сейчас я помою и вернусь к вам. Я мою каштаны прям горячей водой. Видите, они для меня так ценны, что даже я их в блюдечке с золотым узорчиком мою. Ничего себе блюдечко, блюде. Очень хорошенечко промываем все каштаны. Золото прям. Сейчас кто-то удивится, скажет, что там, где растут каштаны, скажут, чему она так радуется. А у нас-то это прям деликатес. После того, как каштаны вымыли, их надо подготовить к варке. Я их буду варить сначала. И чтобы они раскрылись после варки, вот так носики срезать. Вот так. Чтобы они потом хорошо раскрывались. Ну, вот так достаточно. Еще раз покажу. Вот видите, мягкий, он уже не хороший, этот каштан. Уже такой использовать не будем. Можно сразу не мучиться и не чистить его. Вот так носики посрезали, вот так. И вот таким образом я буду подготавливать все каштаны. Побольше я чуть-чуть их открываю, чтобы потом они быстрее очищались. Вот так. Чуть-чуть в стороны тоже убираю. Все. Пока чистите каштаны, можно поставить кастрюльку с водой на плиту, пусть вода закипает. Я почистила каштаны, немного оставила еще запечь, полакомиться. И все, вода у меня закипела, теперь идем к плите действовать дальше. Вода закипела, я ее присаливаю и отправляю наши каштаны в кипящую воду. Будьте аккуратны с кипятком, аккуратны. Смотрите, что еще я вам хотела показать. Вот так каштаны мы перемешиваем.
И вот у меня, видите, каштан один всплыл. Вот те каштаны, которые всплывают, мы их не используем. Это значит, что с этим каштаном что-то не то. Скорее всего, в нем внутри уже плесень или просто он портится. Такие каштаны не употребляем, сразу их отбраковываем и выбрасываем. Раньше говорили, что срежешь то место, где плесень, и можно дальше есть. Сейчас уже ученые доказали, что плесень проникает в весь продукт, и от того, что мы ее срежем, она никуда не денется. Поэтому сразу выбрасываем этот каштан. Сейчас слегка остынет, и мы с вами проверим, что вот этот каштан, который всплыл, на самом ли деле он испорченный. Каштан чуть-чуть подостыл. Я вот хочу его вскрыть. Операция вскрыть и посмотреть. Видите? На самом деле каштан подпорченный. Видите? Такие каштаны есть не нужно. Обычно они, видите, как вот на всю. Бывает просто испорченные, а бывает плесень. Видите, они обычно плесневеют. Их кушать не надо. Выбрасываем. У меня ни один каштан больше не всплыл. Это отличный результат. То есть всего один испорченный каштан. Ну, пока вот так, по всплытию. Там еще чистить буду, проверим, есть еще испорченные или нет, естественно. В общем, видите, вода коричневая стала. Я долго не варила, минут 10 у меня варились каштаны. И теперь вам, смотрите, еще один лайфхак. Не доставайте. Газ я выключу, но доставать каштаны не буду все сразу. Я вот так немного достану. Ну, как немного? Столько, сколько я успею почистить, пока они будут теплые. Как они остывают, чем они холоднее становятся, и их сложно чистить. Я варила под прикрытой крышкой. Эти я опять крышкой накрою, чтобы не остывала вода и чтобы каштаны не остывали. Быстренько буду чистить эти. Вот видите, когда достали из воды, они как бы пооткрывались слегка. И теперь, как руки выдерживают, начинаете чистить каштаны эти. Когда снимаете верхний слой, под ним еще один слой есть пушистый. Его тоже надо счищать. И тоже пока теплый. Когда каштаны будут остывать, их очень будет тяжело чистить, пока они горячие. Еще раз повторяю, чистить пока теплые, горячие. Сейчас я очищу и вернусь к вам. Теперь на сковородке растапливаю небольшое количество топленого масла. Если нет топленого, ничего страшного, можно просто сливочное. Ничего, по ходу растопится, нет терпения ждать уже. И отправляем каштаны в сковородку. Теперь нам надо, чтобы каждый каштан как бы обволокло масло. Был в масле каждый каштан. И вот так аккуратненько перемешиваем. Они, конечно, некоторые развалились. Ну, как есть. Это нелегко, но очень вкусно. Нужно обжаривать каштаны, а потом замораживать. Нам надо, чтобы они покрылись маслом. И тогда после разморозки они не развалятся. Все, мои каштаны готовы. Сильно их выжаривать не надо, просто до легкой золотистости, потому что я их сейчас охлаждать буду и замораживать. А после буду употреблять в разных блюдах. Поэтому они, то есть, будут еще подвергаться термической обработке, поэтому больше их не надо жарить. И посмотрите, похоже на жареную картошку, правда? Как будто молодую картошечку пожарили. А запах какой! Все, ждем, когда остынут. Остывшие каштаны я сложила в зип-пакеты и убираю в морозилку. В одном пакетике такого плана, он литрового объема, помещается примерно 350-400 граммов каштанов. Это как раз на один раз. Если нет зип-пакетов, можно сложить в обычный пакет. Главное удалить с него как можно больше воздуха и отправить в морозилку. Приготовленные таким образом каштаны уже не будут разваливаться у вас при дальнейшем приготовлении. Вот таким рецептом, или точнее такой заготовкой я сегодня хотела с вами поделиться. Хочу сказать всем большое спасибо за лайки, за комментарии. Подписывайтесь на мой канал. А я желаю вам всего самого наилучшего. Будьте добрее и обязательно будьте счастливы. Пока-пока.